Дешевые аналоги дорогих материалов. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Однажды в небольшом поселке под Костромой мужчина построил дом, который выглядел так, будто его возводили архитекторы из Милана. Белоснежная фасадная плитка, плавные линии, деревянные элементы, уложенные с математической точностью. Соседи шептались, что он разорился, продал машину, может, даже взял кредит. А он только улыбался, потому что знал правду. Его дом был построен почти полностью из материалов, которые имеют цену в 3, а то и в 5 раз дешевле оригиналов. И при этом не уступал им ни по виду, ни по прочности. Это не фантастика. Это реальность, с которой сталкиваются тысячи людей, решивших разобраться. А работают ли дешевые аналоги дорогих материалов на самом деле? Многие считают, что качество всегда пропорционально цене. Чем дороже, тем лучше. Но рынок строительных и отделочных материалов давно стал полем битвы за внимание потребителя, где бренды гоняются за славой, а производители из Китая, Турции и даже России предлагают продукцию, похожую на премиальную, но по цене, доступной обычному человеку. Вопрос лишь в одном – можно ли доверять этим копиям? Или, выбрав дешевый аналог, вы подписываете себе приговор. Через год все начнет трескаться, отслаиваться, гнить. Начнем с самого болезненного – с отделки стен. Представьте, вы хотите создать уют в гостиной, и ваш выбор падает на венецианскую штукатурку. Оригинал от итальянского производителя имеет цену около 3000 рублей за килограмм. Да, вы не ослышались, за килограмм. При этом на комнату уйдет минимум 10 килограммов. Это 30 тысяч только на материал, не считая работы. Но в строительном магазине вы видите аналог за 300 рублей за килограмм. Он в банке с похожей этикеткой, на упаковке написано «Венецианская фактура. Эффект мрамора». Вы колеблетесь. Купите ли вы это? Многие покупают. И потом жалеют. Потому что через месяц стена покрывается мелкими трещинами, а через полгода начинает шелушиться. Почему? Потому что в дешевом аналоге вместо настоящего мраморного порошка используют мел, а связующее вещество – не акрил премиум-класса, а его дешевый суррогат. Такой материал не дышит, не выдерживает перепадов температуры, не переносит влажность. Он красив на фото, но не в реальной жизни. Но есть и другой случай. Женщина из Уфы, делая ремонт в квартире, решила не гнаться за брендами. Она купила недорогую штукатурку российского производства, которую мало кто знает. Стоила она в 10 раз дешевле итальянской. Но перед нанесением она провела эксперимент. Нанесла образец на кусок гипсокартона, оставила его на улице на месяц, под дождь, солнце, мороз. Через 30 дней поверхность осталась целой. Ни трещин, ни вздутий. Она рискнула. Применила ее в ванной и на кухне. Прошло уже 4 года. Никаких проблем. Стены выглядят как в первый день. Разница в цене – более 200 тысяч рублей. Это не везение. Это осознанный выбор, основанный на проверке. Теперь перейдем к напольному покрытию. Ламинат. Здесь картина еще сложнее. Один из самых известных брендов, швейцарский, славится своей износостойкостью, водозащитой и звукопоглощением. Его цена – от 2000 рублей за квадратный метр. Аналоги из Китая и Вьетнама были в 5 раз дешевле. Но что скрывается под красивой упаковкой? Иногда древесно-стружечная плита низкого качества, которая при намокании разбухает за сутки. Иногда пленка, имитирующая древесный рисунок, но стирающаяся уже через год хождения в домашней обуви. Но бывают и исключения. Например, одна турецкая компания производит ламинат по лицензии немецкой фабрики. Они используют те же прессоформы, те же технологии, но без накрутки за бренд. Результат – почти идентичное качество, но цена в 2 раза ниже. Люди, купившие такой ламинат в Москве и Новосибирске, через 5 лет не видят никаких изменений. Ни царапин, ни потускнения. Но как отличить настоящий аналог от подделки? Первое. Внимательно читайте маркировку. Класс износостойкости должен быть не ниже 32 для жилых помещений. Если указан класс 21, это для офисов с низкой проходимостью.
Такой ламинат в квартире с детьми и животными продержится не больше года. Второе – плотность плит. Чем выше, тем лучше. Третье – соединение. Оно должно быть четким, без люфта. Попробуйте в магазине собрать два элемента. Если они щелкают плотно, это хороший знак. Если болтаются, бегите. Теперь обои. Здесь особенно много обмана. Флизелиновые обои известного бельгийского бренда имеют цену до 1500 за рулон. Их хвалят за экологичность, плотность, способность скрывать мелкие дефекты стен. Но на рынке появилось множество флизелиновых обоев, которые на деле обычная бумага с тонким слоем синтетики. Они рвутся при поклейке, выцветают на солнце, отслаиваются через полгода. Как не попасться? Проверяйте на ощупь. Настоящий флизелин, плотный, упругий, не мнется. Дешевый аналог, тонкий, хрупкий. Еще один способ – капните водой. Настоящие флизелиновые обои впитывают воду медленно, не размокают. Подделка раскисает за минуту. Но есть и удачные кейсы. В Краснодаре семья сделала ремонт в трехкомнатной квартире, используя только бюджетные аналоги. Обои китайские, но с сертификатом качества. Клей не брендовый, а отечественный, зато с пометкой «для флизелина». Результат – стены ровные, без пузырей, выглядят дорого. Прошло 3 года. Никаких отслоений. А сэкономлено более 80 000 рублей. Эти деньги пошли на мебель и технику. Теперь самый спорный вопрос – утеплитель. Плиты пенопласта ЭПП известного производителя очень дорогие. Но есть дешевые аналоги, которые буквально рассыпаются в руках. Они крошатся, теряют форму, не держат тепло. Однажды в Якутии мужчина утеплил дом таким материалом. Зимой температура упала до -50. Стены покрылись инеем изнутри. Пришлось все переделывать. А ведь он сэкономил всего 10 000. Но потерял 300 на демонтаж, новую теплоизоляцию, ремонт отделки. Однако есть и разумные решения. Например, базальтовая вата. Оригинал очень дорогой. Но российские производители выпускают аналоги, которые по составу идентичны. Те же волокна, та же плотность, тот же коэффициент теплопроводности. Разница в упаковке и рекламе. Люди, использовавшие такой утеплитель в домах под Вологдой и в Хабаровске, отмечают, что разницы нет. Зимой в доме тепло, летом прохладно, а сэкономлено до 40% от сметы. Керамическая плитка – отдельная история. Итальянская, испанская плитка – эталон качества. Но она имеет цену как машина. При этом на рынке появляются турецкие и индийские аналоги, которые выглядят почти так же. Но есть нюанс – толщина. Дешевая плитка часто тоньше, а значит хрупче. При укладке может треснуть. И глазурь не такая прочная. Через год на полу появляются матовые следы от обуви. Как проверить? Возьмите в магазине образец. Проведите по нему металлическим ключом. Если останется царапина, это плохой знак. Хорошая плитка должна выдерживать такие испытания. Также обратите внимание на маркировку. Класс износостойкости должен быть PEI-3 или выше для пола. Если указан PEI-1, это только для стен. Один мастер из Ростова-на-Дону рассказал историю, как он уложил дешевую плитку в ванной клиента. Через 6 месяцев швы начали плесневеть. Почему? Потому что плитка была пористой, впитывала влагу, а дешевый клей не справился. Пришлось все разбирать. Урок был усвоен, экономить можно, но не на всех этапах. В ванной, кухне, прихожей лучше брать качественный материал. А вот в кладовке или на балконе можно использовать бюджетный аналог. Разумный компромисс. Краска для стен – еще одна зона риска. Дорогая акриловая краска от немецкого бренда ложится ровно, не пахнет, не выцветает. Ее хватает на 2 слоя. Дешевый аналог – часто водно-дисперсионная смесь с примесями. Она пахнет химикатами, требует 3-4 слоя, а через год выцветает на солнце. Но есть и светлые примеры.
Один производитель в Татарстане начал выпускать краску по лицензии, используя те же пигменты, что и европейские бренды. Цена в 2 раза ниже. Люди, опробовавшие ее в детских комнатах, отмечают, запах исчезает за 4 часа, цвет не меняется, покрытие гладкое. Это доказывает, местное производство может быть качественным, если за ним стоят профессионалы. Теперь про сантехнику. Многие считают, что краны, смесители, ванны должны быть только из Германии или Швеции. Но современные аналоги из Чехии, Польши и даже Китая могут быть не хуже. Главное – проверять материал. Латунь должна быть хорошей толщины, без спор. Картридж должен быть из керамики. Он обеспечивает долгий срок службы. Дешевые смесители часто имеют пластиковые детали внутри. Через полгода они ломаются. Но если вы найдете аналог с полной металлической начинкой, сертификатом, гарантией, разницы не почувствуете. Один блогер из Екатеринбурга заменил все смесители в доме на китайские аналоги известного бренда. Прошло 3 года. Ни одной поломки. А сэкономлено более 60 тысяч. Окна. Пластиковые и стеклопакеты. Здесь особенно важно не экономить. Потому что окно – это не только вид, но и тепло, шумоизоляция, безопасность. Дешевые окна часто имеют тонкий профиль, плохие уплотнители, слабые фурнитуры. Зимой в них дует, летом – шум от улицы. Но есть компании, которые производят окна по тем же технологиям, что и немцы, но без переплаты за ими. Они используют профиль Рихау, стеклопакеты с органом, качественные петли. Разница в цене до 30%. Владельцы таких окон в Новгороде и Перми отмечают – тепло, тишина, никаких проблем. Ламинированные панели для стен – модный тренд. Дорогие панели из Германии имитируют кирпич, дерево, камень. Имеют цену как хороший телевизор. Но появились бюджетные аналоги из Малайзии и России. Они легче, тоньше, но при правильном монтаже смотрятся отлично. Главное – использовать качественный клей и ровную поверхность. Один дизайнер в Казани использовал такие панели в кафе. Через 2 года – ни одного повреждения. А бюджет проекта сократился на 200 тысяч. Теперь самое главное – как выбирать дешевый аналог, чтобы не прогадать. Во-первых, ищите сертификаты. ГОСТ, ISO, экологические стандарты. Без них рисковать не надо. Во-вторых, читайте отзывы. Не на сайте продавца, а на независимых форумах, в группах ВКонтакте, в тестах на маркетплейсах. Ищите фотографии через год. В-третьих, берите образцы. Делайте мини-тесты. В-четвертых, не экономьте на критических зонах. Ванная, кухня, пол, утепление. Там лучше переплатить. А вот для кладовки, балкона, чердака можно использовать аналоги. И последнее. Экономия – это не про то, чтобы купить самое дешевое. Это про разумный выбор. Про понимание, где можно сократить расходы, а где нельзя. Про уважение к своему дому. Потому что дом – это не просто стены. Это место, где вы живете, любите, мечтаете. И оно должно быть надежным. Даже если вы не миллионер. Даже если бюджет ограничен. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.